Как перестать угождать другим людям? Чтобы перестать угождать другим людям, надо перестать думать, что вы угождаете другим людям. На самом деле, человек так устроен, что он всегда угождает себе. Поэтому, если вам так кажется, что вы угождаете другим людям, возьмите конкретную ситуацию и разберите ее, и подумайте, каким образом вы в этой ситуации угождаете себе. Потому что самая суть ситуации это всегда про угождать себе. Например, типичная ситуация на работе, на вас сваливают все коллеги все, что не лень. Да? Вот выйди за меня, пожалуйста, в субботу, и вы чтобы угодить как бы этому человеку, вы ходите в субботу, хотя, естественно, вы в субботу хотите поспать, провести время с семьей и, в общем-то, совсем не работать за кого-то. Так вот, каким образом вы угождаете на самом деле себе в этой ситуации? Да? Для того, чтобы это понять, необходимо смоделировать ситуацию, что было бы, если бы вы отказали, то есть не угождали своему коллеге по работе. Да? Что бы с вами тогда было? Например, вы бы эту субботу провели в некой тревоге, что может, как-то надо было за него выйти, а вот, не знаю, мне там послезавтра сдавать отчет, а если он меня не поддержит, я этот отчет не сдам, и так далее. Все. То есть вместо того, чтобы провести субботу, расслабившись, наслаждаясь общением с близкими, какими-то еще приятными моментами, да, вы в тревоге проводите эту субботу. И вы это знаете. То есть ваше бессознательное это быстро просчитывает в момент, когда вы решаете, какой ответ дать. И на самом деле, когда вы говорите, хорошо, я выйду за тебя в субботу, вы угождаете себе. То есть вы говорите, я лучше. То есть это бессознательный процесс, но в голове звучит так, да я лучше эту субботу, ладно, уже буду пахать, чем я буду сидеть дома и дрожать. Все равно я не получу удовольствия. И на самом деле, да, вы еще раз угождаете себе. То есть вы из двух зол выбираете меньше, угождая себе. В ситуациях, да, где у вас есть такая фантазия, что вы угождаете другим, разберите ее таким образом и поймите, от каких чувств, от каких состояний вы бежите, угождая другим. То есть это всегда защитная такая стратегия. И на самом деле вы это делаете для того, чтобы не переживать какие-то сложные чувства. И чтобы выйти из всей этой ситуации, необходимо перестать угождать себе. Да, и тогда не будет необходимости угождать другим. Необходимо, что такое перестать угождать себе? Необходимо постепенно выдерживать эти состояния вины, тревоги, страха, что вы без кого-то не справитесь, страх, что кто-то на вас будет злиться, что если вы скажете нет, кто-то уйдет из вашей жизни и так далее. Да? Первое – это научиться выдерживать эти чувства, быть с этим, да, и при этом как-то плюс-минус нормально жить. А второе – это постепенно менять внутри вот эти установки, которые заставляют вас эти чувства переживать. Да? То есть искать какие-то идеи, мысли, убеждения, на которые вы сможете опереться. Например, вот вы отказали коллеге, сидите в субботу дома и думаете, через неделю мне отчет сдавать, а от нее зависит какие-то цифры, она мне даст, их не даст, а вдруг она на меня разозлилась, и мне эти цифры не даст, и я отчет не сдам. Да? Вы говорите, стоп, хорошо, она не даст эти цифры, как я могу обойтись без этого? Да, как я могу, из каких источников я еще могу взять эти цифры? Или как я могу сделать отчет без этих цифр? То есть, смотрите, там, где есть сильный страх кого-то разозлить, потерять и так далее, такой иррациональный, это всегда детская история. И всегда на сцену выходит ваш внутренний ребенок, который вынужден мириться с любыми условиями, потому что он не может найти других родителей. У него нет альтернативы. И вот эта безальтернативность заставляет его прятать свои чувства подальше и угождать всем.
Но сейчас вы взрослый человек, вам 20, 30, 40, 50, 60 лет, и у вас всегда есть альтернатива. Всегда есть альтернатива. Просто нужно, да, в эту сторону смотреть. Если идти еще глубже на уровень не установок, а состояний, то здесь еще интереснее история получается. Да? Часто мы боимся, ну, например, женщина говорит, вот я не буду делать то, что муж захочет, он уйдет, а я же полностью завишу от него финансово. Вот он уйдет, а откуда у меня деньги будут? Но на самом деле деньги у вас приходят ровно на ваше состояние. То есть они могут физически, внешне там приходить от мужчины, от клиента, от, не знаю, каких-то госорганов, да, и так далее. Но те деньги, которые приходят в вашу жизнь, это эквивалент вашего внутреннего состояния. Уйдет муж или государственная помощь, или зарплата, придет что-то другое. Вот когда началась война, очень многие клиенты потом, через 2, 3, 4 месяца мне рассказали следующую историю, что ну вот до войны где-то они работали, где-то какие-то доходы были. С войной это все перекрылось. Ну, например, вот человек получал X доход в месяц, работая на какой-то работе. Началась война, значит, все, предприятие остановилось, этого источника нет. Проходит 2-3 месяца, и вот женщина говорит, и у меня та же сумма в месяц приходит. Ну, где-то какая-то помощь, где-то что-то, но сумма ровно такая же. Да? И вот я это слышала очень много. То же самое предприниматели говорили. То же самое у нас в компании было. Мы в начале войны вышли из рынка Российской Федерации, там было у нас 70% продаж. 70%. Представляете? Это был март-апрель, мы выходили, да, где-то месяц. В июле, через сколько там, 3 месяца, мы вернулись на довоенные объемы продаж. Как? Вот рационально это не объяснить. Но это вопрос состояния. Это вопрос внутреннего контейнера. Он-то никуда не делся. Понимаете? И, соответственно, все, ситуация выравнивается, хотя рационально, кажется, это невозможно. И вы можете в своей жизни поанализировать ситуацию, вы увидите ровно ту же историю. Поэтому, когда есть желание угодить, да, кому-то из страха, что вот он уйдет, и я не справлюсь, там, денег не будет, каких-то ресурсов и так далее. Понимаете, что ресурсы и деньги никогда не исходят из внешнего человека, они исходят из внутреннего вашего состояния. И этот человек, он просто есть в вашей жизни и дает вам что-то, потому что у вас есть подходящее состояние. Если вы его не потеряете, это состояние, уйдет этот человек, придет на его место следующий, потому что есть место внутри, есть состояние. Вот эта идея тоже во многом может вас поддержать в те моменты, когда необходимо выдержать вот эту тревогу, которая как раз заставляет вас в угоду, чтобы не испытывать эту тревогу, лучше, да, как бы угодить другому, ну, на самом деле вы угождаете себе, это важно понимать.